Всем привет! Меня зовут Таня, и вы смотрите мой видеодневник о творчестве и рукоделии. Дело в том, что чаще всего идеи не приходят ко мне в голову как картинки готового результата. Чаще бывает так: я просто вижу какую-нибудь баночку, проволочку, тряпочку. Мой мозг уже начинает думать, что из этого можно было бы сделать, а в это время мой рот уже автоматически говорит: мужа, не выкидывай это, пожалуйста, мне это очень нужно. И именно так у меня появилась идея для этого видео. Я в очередной раз увидела вот такую баночку от детского питания и решила, что спрячу ее от мужа. Когда я накопила нужное мне количество таких баночек, я начала делать вот так, без готовой финальной идеи, просто разложила их и начала красить. Красила меловой краской собственного производства. Одна часть воды, одна часть акриловой белой краски, одна часть белой глины, купленной в ближайшей аптеке. Главное ее как следует размешать, иначе будут попадаться комочки глины во время окрашивания. Как уверяют другие DIY-щики, грунтовать перед такой краской не надо. Ну кто я такая, чтобы с этим спорить? Не грунтую. Но наношу несколько слоев. Сначала с помощью кисти, а потом губкой, пока меня не начнет удовлетворять результат. В этот момент я уже придумала, что это точно будут свечи. И даже придумала секрет, который будет у них внутри. Первую баночку разукрасила зелеными лианами. Следующие 3 баночки будут лавандовыми. Первая лаванда на белом фоне. Прорисовала стебельки и дорисовала к ним цветочную часть лаванды. Вторая баночка фиолетовая с зеленым низом. Хотела так и оставить, но потом прорисовала неярко цветочки и листочки. А на третьей банке зеленый низ и белый верх. И все по аналогии с предыдущими 2. Получился комплект. Еще один комплект из апельсиновых свечек. На первой маленькие апельсинки с листиками. На второй апельсины в разрезе на оранжевом фоне. А на третьей также апельсины в разрезе, но на белом фоне. Почему лаванда и апельсин? В эти свечи, помимо секрета, мне хотелось добавить аромат, а масло у меня было только лавандовое и апельсиновое. Еще одну баночку я разукрасила одуванчиками. Сначала нарисовала зеленую часть цветка, потом закрасила белым, где будет желтый, потом желтым. На такой рисунок меня вдохновил сын. Что-то похожее он нарисовал в детском саду. А потом мне показалось, что это слишком просто, и я добавила сверху темно-зеленых закрытых бутонов и листьев одуванчика, которые тоже очень просто рисовать. А вот теперь перейдем к созданию секрета. Для этого я решила попробовать новый рецепт массы для лепки из рисовой муки и клея ПВА. В итоге масса мне не понравилась. Лепить из нее было настоящей пыткой, поэтому рецептом не поделюсь. А из рисовой муки получаются очень вкусные блинчики. Мне очень хотелось, чтобы внутри такой свечи было спрятано что-то очень необычное. Что-то, о чем человек, которому досталась эта свеча, не догадывался бы, пока она не догорела до конца. Секреты в свечах будут выполнять роль фитиледержателей. В лавандовых свечах будут маленькие фиолетовые цветочки. Лепила их, предварительно окрашивая массу для лепки. В одуванчиковой свече будет прятаться одуванчик, также из окрашенной с помощью акриловой краски массы. Было бы намного проще лепить из нормальной самозатвердевайки, а не из экспериментальной. Свечи с лианами слепила фитиледержатели в виде листиков, также из окрашенной массы. В апельсиновых свечах будут маленькие апельсинки. Предсказуемо, правда? После того, как фитиледержатели подсохли, дополнительно их подкрасила. В процессе мне пришла гениальная идея еще 2 свечей. В первую я слепила фитиледержатель в виде облака. А во вторую начала лепить горы прямо в свече.
В массу для лепки не добавляла краску. Отгадайте, как они будут разукрашены? Правильно, на свече с горами внутри нарисую горы. А на свече с облаком внутри нарисую облака. В свече с горами разукрашивала фитиледержатель прямо в процессе рисования гор на банке. Облако тоже разукрасила потом. Когда все подготовительные работы были закончены, приклеила фитиледержатели с фитилями внутрь баночек, по центру, на горячий клей. И начала готовить парафин для заливки. У меня дома было много обычных парафиновых свечей. Я разломала их на более мелкие части, чтобы они быстрее плавились, и освободила их от фитилей. Фитили отложила, думаю, еще пригодятся. Парафин насыпала в стеклянную банку и добавила краситель – восковые детские мелки. Пока парафин топился на водяной бане, закрепила фитили сверху с помощью палочек. Разливая растопленный парафин по заготовкам. Мне хотелось слоеных цветов в некоторых свечках, и мне хотелось лишний раз менять банку. Поэтому я топила и заливала парафин таким образом, чтобы смешение цветов плавно переходило от одного цвета к другому. От фиолетового к голубому, от голубого к зеленому, от зеленого к желтому, от желтого к оранжевому. Когда свечи застыли, по центру образовалась ямка, и пришлось доливать парафин. Когда свечи застыли снова, осталось только обрезать фитиль до нужной длины и наслаждаться результатом. Надеюсь, вам была полезна эта глава моего видеодневника. Делитесь в комментариях, на какие творческие идеи вас вдохновило это видео. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки.